Добрый день, дорогие друзья. Сегодня бы я немножко хотела затронуть такую тему, как деньги. Существует, три вида обмена. Это равноценный обмен, это обмен с превышением и криминальный обмен. Что такое криминальный обмен? Это когда люди для себя стараются взять себе, но ничего не отдавать. Это называется криминальный обмен. Взамен они ничего не дают. Можно часто замечать, как мы балуем своих детей, да? Мы даем им деньги, но взамен мы ничего от них не получаем. А вообще должен быть какой-то равноценный обмен. Да, вы обязаны, ребенка воспитываете, вы его кормите, вы его одеваете, вы его обуваете, покупаете для него какие-то вещи и прочее. Но ребенок должен, и он хочет и понимает, что нужно что-то вам отдавать. А что он может вам отдать? Он может вам помыть посуду, убрать в квартире, пока вас нет, что-то, может быть, приготовить вам или что-то сделать для вас. Это и будет, равноценным обменом со стороны детей. Но зачастую бывает такое, что мы все для него, для ребенка, мы ему то, мы ему сё, мы ему пятое, десятое покупаем, стараемся им сделать как можно больше в них вложить, но на самом деле это только портит ребенка, потому что они потом, как иждивенческую жизнь живут. Они не стремятся сами что-то сделать, что-то заработать, понимать, что просто так в жизни не бывает ничего. Никто не принесет на блюдечке с голубой каемочкой, потому что, родители стареют, да, им самим уже нужна помощь, и они ждут, что вырастили дочь или сына, которым смогут им как-то помогать. Но на самом деле надо приучать ребенка к труду с самого детства. Тогда они будут понимать и знать, что все, что они приобретают на какие-то вещи, что-то приобретают в жизни, да, они должны вкладывать свой труд в своей жизни. Иначе мы просто растим паразитов, которые стараются есть такие семьи, где он чуть ли не до старости с родителей берет, вместо того, чтобы заработать это самому. Это называется криминальный обмен. Есть равноценный обмен. Люди что-то, да, они работают, зарабатывают, что-то для себя приобретают, покупают, технику, я не знаю, машины, технику, еще что-то, но они работают, и они это зарабатывают. Это называется, платят какие-то услуги. Вы же пошли починить сапоги или туфли. Вы же платите человеку? Да. Он работает, он вам делает. У вас равноценный обмен. Вы пошли что-то получить, то же самое, что вы пошли допустим, в фитнес-клуб. Вы же тоже туда вкладываете. Они вам предоставляют какие-то услуги. Вы пошли еще куда-то, вам что-то предоставили, это тоже услуги. Вы тоже оплачиваете. Потому что по-другому не может и быть. Пока у нас в ходу деньги, это как энергия, да? Они в ходу. И мы за это, пока мы живем так. Нет у нас такого, что пошел, взял бесплатно. Это будет равноценный обмен. То есть обмен между людьми, обмен между детьми. Теперь еще есть криминальный обмен. Когда люди все стягивают и стягивают, да? То есть они только для себя, но ничего взамен не дают. Это криминальный обмен. Но на самом деле криминальный обмен, он ничего хорошего не приносит. Потому что если человек только берет и не отдает, то ничего хорошего не будет. Потому что если это он еще,
честным путем берет, там и складывает в кубышку себе, эти деньги, ну, как бы тоже работать не будут. Потому что деньги – это та же энергия, это обмен энергиями, да, и они должны работать. То есть вы заплатили, получили, заплатили, получили, заплатили, получили, купили, заработали. И это постоянно идет. А если вот это не соблюдать, вот эти правила обмена, то они не будут работать. Если вы взяли нечестным путем деньги, обманули кого-то там, нагребли себе, наскоблили, вы все равно их потеряете. Это закон. Вы все равно это потеряете. Неважно как. Машина сломалась, полетел там стиральная машина, полетел пылесос. Надо снова идти и покупать. Понимаете? Поэтому нужно всегда соблюдать вот этот принцип равноценного обмена. Неважно, как человек, который вот стягает для себя деньги и не отдает их, потоки просто не работают. Надо, чтобы эти потоки работали. Вы отдали, получили, отдали, получили, отдали, получили, отдали, получили. Они работают. Если вы на что-то хотите, там, допустим, какую-то вещь дорогую купить, а у вас не хватает финансов, да, вы также действуете, но вы делаете планирование, да, и какую-то долю, часть какую-то откладываете. Да, вот это у меня на это. Вот это будет вот на это, и вы их никуда не деваете, вы их никуда не тратите, вы просто, копите то, что вы хотели купить. Потом вы это как раз и купите. Но это будет это не будет криминальным обменом, потому что неважно, что человек потеряет. Бывает, да, он потеряет там машину, потеряет там квартиру, потеряет еще там что-то. Неважно. Но самое-то главное и самое такое опасное – это потерять свою жизнь, потерять здоровье, потерять еще что-то, да. Либо человек умрет, либо он заболеет. Это все на уровне вот именно вот этого криминального обмена. Человек сам это сделает, потому что существуют законы, и они работают. Хотите вы это, не хотите вы это, хотим мы с этим мириться, не хотим мы с этим мириться. Вот от этого очень многое зависит. Потому что, ребенка мы должны приучать с детства. Многие наблюдают там. Я наблюдала даже такие вещи, когда ребенок падает на пол и начинает бить ногами, руками, там, орать, кричать, что он добивается своего, чтобы ему что-то там купили. Как это выглядит-то? Правильно это? Поэтому вот нужно уделять большое внимание тому, как мы воспитываем своих детей, как мы их приучаем, и мы должны их приучать к труду, чтобы они не были как паразиты, да, только себе и себе любимому, взамен ничего не делая. Это неправильно. И это очень сильно скажется на вашей жизни. Это будет, радовать вас в жизни. Я думаю, нет. Поэтому для того, чтобы дети вас радовали в жизни, вы должны с ними всегда соблюдать какой-то обмен. И всегда смотреть на то, что попросить его просто сделать так. Давай, хорошо, вот я тебе куплю то, а давай ты вот это сделаешь. Чтобы они вам помогали. Я понимаю, что сейчас большинство людей живут в квартирах, да, и особо-то, работы такой физической работы нет. Но всегда можно найти равноценный обмен. Всегда можно найти, что ребенок мог бы вам сделать, чем бы он вам мог помочь, для того, чтобы у вас был с ним равноценный обмен. Точно так же этот равноценный обмен и работает не только в семье, да, но и в обществе. В обществе то же самое. Вы что-то делаете, кому-то даете, вы взамен получаете. Но вы всегда соблюдаете равноценный обмен. Когда люди обманывают, например, я вот знаю, если он меня обманул, я знаю, что он потеряет. Так какая радость-то в этом? Никакой.
Поэтому вот соблюдать вот это очень важно. Вот этот денежные потоки, они должны работать. Это потоки. И если вы там сомневаетесь, ой, я не могу заработать, ой, мне мало платят, так вы посмотрите, а что можно сделать с этим, чтобы вы зарабатывали больше, а что можно с этим, что можно еще предпринять, какие действия еще нужно сделать для того, чтобы у вас получилось больше. Либо посмотрите там, где вы можете принести наибольшую пользу для общества, для себя, для семьи. Вот этим и занимайтесь. И все зависит только от вас и больше ни от кого. Поэтому я хочу, чтобы у вас была радость. Вы, там, допустим, ребенок вам помыл посуду, а вы его поцеловали и сказали ему огромное спасибо. И потом, когда он у вас попросит какую-то игрушку, вы ему ее купите, а не просто так заваливать их игрушками и прочее, и прочее. Так нельзя делать. Ну, всего вам доброго. Желаю вам хороших дней, хороших побед в жизни, быть счастливыми, быть радостными и всегда быть богатыми не только деньгами, а душой. В следующий раз мы с вами еще какую-нибудь тему рассмотрим. В следующий раз, я немножко коснусь супружества, чтобы вы знали, почему люди расходятся, в чем причина, и главное, чтобы вы знали, как с этим справиться и как сделать так, чтобы было как можно меньше разводов и было как можно меньше несчастливых детей, потому что дети на это очень-очень сильно реагируют.